Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро на любовь, на отношения с загаданным мужчиной, женщиной. Его правда о вас, его глазами на сегодня. Вот что происходит, как он видит это. Ну и, естественно, самые главные вопросы. Будущее, мысли, чувства, действия, планы. По традиции начнем с того, что посмотрим, какая у вас ситуация на сегодня в отношениях на здесь и сейчас. Давайте смотреть. Ну, по идее, у вас должно твориться непонятно что. Какое-то безумие. Хаос неконтролируемый. Или у вас отношения заканчиваются, или начинаются, или не успевают начаться, или не успевают заканчиваться. Да? Ну, шут. Знаете, такая ситуация, что ни мужчина, ни женщина здесь ничего не контролирует. Шут – безразличное отношение партнера. Безразличное отношение партнера, неконтролируемое отношение партнера. Непредсказуемое отношение партнера. И такое ощущение, что здесь все летит в тартарары. Если только эти отношения не начались, только-только, да. Ну, если только начались, то, ну, хорошо, смотрите, с точки зрения, ну, вот они начались. Но вы все равно здесь ничего не контролируете. Может быть, кто-то из ваших друзей говорит вам: слушай, да нафиг оно тебе надо. Слушай, да ты не торопись, да. А то ты что-то горячишься, ты что-то в омут с головой, да. Придержи лошадей, да, не рискуй, да. Ну, я вам так скажу. В этих отношениях здесь и сейчас ничего не предсказуемо, и по сути оно как будто все с нуля или летит все в пропасть. Ну и не контролируется. Может быть, кто-то из вас сошел с ума. Ну, шут обычно говорят, мужчина сошел с ума. Ну, так ведь и женщины тоже с ума сходят, правда? Ну, у вас тут, смотрите, в этой комбинации творится что-то неадекватное в отношениях. Поэтому, смотрите, у кого вот есть все адекватно, то вы просто боитесь. Просто страхи у вас. Ну, например, что вы потеряете друг друга и так далее. А если вот у вас, ну, если только началось, да, вот если отношения только начались, ну, просто, например, мужчина боится, что что-то будет не так, переживает. Женщина тоже боится. А если вот отношения ни с того ни с сего, то тут до безумия может доходить. И либо партнер заболел, либо вы с партнером болеете в паре, да. Но кто-то явно теряет не только контроль, но и адекватное состояние свое. Вот это и есть здесь. Как минимум внезапно, ни с того ни с сего, кто-то либо кому-то встряхнула лампочку, либо кто-то стал неадекватен в плане поведения, да, и вы действительно уже и тут можете и бояться, да, по этому поводу. То есть не потому, что боитесь, что не знаете, что будет, да, переживаете, как, ну, естественным образом переживаете, а именно вот боитесь либо за себя, либо за своего партнера, либо за своего ребенка там в отношениях, ну и так далее, за кого-то боитесь. Как минимум ситуация у вас выглядит нездраво, нездорово, от слова нездорово, да, нездоровье. Ну, здесь паж жезлов, как бы есть такая надежда у вас, что оно как бы все встанет на свои места или будет так, как надо. Но у меня такое ощущение, что вам дров в огонь подбрасывает кто-то со стороны. И партнер, мужчина или женщина, ведет себя не очень адекватно, как ребенок. Я не говорю, что здесь мужчина младший или женщина младшая, я не говорю здесь о мезальянсе, но здесь, скорее всего, замешаны дети в эту ситуацию. И кто-то из партнеров просто, ну, как дитя, знаете, вот, ну, дуркует, да, или в хорошем, или не очень хорошем смысле. Тройка мечей — это все разбивает сердце. То есть, смотрите, в центре есть паж жезлов. То есть дикая энергия, которая дисбалансирует это, вот она, дикая энергия, вот эти две карты, которая все это дисбалансирует, причиняет боль сердцу, разбивает эти отношения, заставляет даже плакать, может быть, по ночам такие горючие слезы, или видеть кошмары вас, как партнершу или партнера. Ну и может кто-то там, допустим, или действительно ваши друзья вам говорят: ты будь аккуратно, или ему, вашему партнеру, говорят такое, да. Ну, то есть тут со стороны, тут тройка мечей, как будто бы есть постороннее лицо, которое вот, ну, ему со стороны виднее, да, этому третьему человеку. Ну, как бы они наблюдают, за вами наблюдают, за вашей парой. Ну, дальше давайте.
Ну, смотрите, все это про любовь вообще-то, туз кубков. И здесь знаете как? Ну, такая у вас, вот такая вот у вас любовь. Ничего не поделаешь уже, да, вот. Как есть, так и есть, да, хоть честно. Что вот так вот, вы так любите, он так любит, ваш партнер. Ну, все равно как-то вот вы как минимум, если вы в этом раскладе, вы интересуетесь этой любовью. И для вас это любовь. Но вы где-то любите. Вы еще не можете сказать, так, мой партнер там, ну, сумасшедший, да, например, да, так сошел с ума, что я к нему не хочу возвращаться. То есть где-то подсознательно вас тянет друг к другу, и вы не поймете просто пока, что происходит, вам больно, вы пугаетесь, ситуация, ну, как бы неконтролируема, но бросать вы пока не собираетесь. Что там духи нам скажут? Четверка кубков. Ну, это можно продолжать, пока не надоест. Пока не надоест. И видите, тройка кубков, еще один. Давай, а мне уже хватит. То есть, ну, истощение эмоциональное здесь происходит. Смотрите, здесь туз кубков. То есть, любовь здесь прогорает. Именно вот прогорает впустую, как бы, да. Может ли здесь быть третье лицо? Да, треугольник есть. Тройка мечей. И тройка кубков с еще одним кубком. Ну, кто-то тут, знаете, ну, подбрасывает все-таки дров в огонь или подкисляет эти отношения, или подслащивает, наоборот, как бы отношения. Ну, вроде внизу солнце, ну, будем надеяться, что у вас все будет хорошо. Также, возможно, вы вините себя за то, что это происходит, или очень сильно вините вот этого вот парня или девушку, который сходит с ума. Старший аркан тут единственный. Здесь как бы корень всего — это хаос, безумие и безразличие. Главная карта — любовь. И все это идет к какому-то безответственному прогоранию. Почему-то у меня такие вот отношения. Дети могут быть центральным звеном или центральным ланцюжком, да, этой цепью, да, связующим элементом в этих отношениях, или слабым звеном в этих отношениях. То есть дети могут сильно страдать у вас. Ну, как минимум, страдает внутренний ребенок по вот этой карте. Может ли здесь быть магия или магическая прям атака на партнера? Ну, привкус такой есть. Вот эти вот все карты, все 4 карты, да, особенно на любовной почве, если вы знаете, что, ну, там подозреваете, что у него или у нее есть там еще кто-то, да, параллельно, да, тут это может быть. Ну и тогда вы будете действительно обвинять и его, и себя, и еще и третью персону здесь. Вот он, четвертый, и будете говорить, боже, как мне все это надоело, да. Но, тем не менее, главной картой дурак, но это все-таки один из партнеров. Скорее всего, ваш партнер. Если вы чувствуете, что это вы сходите с ума, ну, может быть, вы вместе с партнером. У него тоже может быть зеркалочка такая. Хорошо. Давайте посмотрим пока что, куда ведет вас это безумие. Или к чему ведет вас это безумие. Вот так. К чему ведет вас это безумие. Ну, смотрите. Здесь это первое, на что повлияет: на деньги и на детей. Паш. Но пока что вот как бы торопиться закрывать эти отношения или выпрыгивать из них, как бы вам тяжело не было, но я бы не рекомендовал, потому что вроде бы, ну, может перебеситься, может такое быть. То есть делать каких-то резких движений не нужно. Что может вас напугать больше всего или худший результат? Вот эта карта здесь, ну, в принципе, по развитию событий она худшая, хотя вот это может быть тоже не очень. И вот это. Но давайте вот эту карту возьмем как самый худший сценарий здесь. Если есть шансы, то каков худший сценарий? Ну, выздоровление отношений, да? Худший сценарий — шестерка кубков. Ну, это больше какая-то или прошлые отношения, или параллельные отношения. То есть пока что худший сценарий здесь треугольник все-таки. Шестерка кубков — это половина тройки кубков, да, и 1/6 туза кубков, да. Но 1/6, да, или половина. Здесь может быть вторая половина, бывшая жена, там, ну, или какая-то еще альтернативная барышня, которая, ну, достаточно уже какой-то промежуток времени не дает покоя, достает это все, да. Ну, может быть и мужчина, да, в бывших отношениях. Для мужчин, если кто смотрит. Хорошо. Вот это вот. Все-таки мы смотрели, как палки в колеса здесь идут, да, и какое-то информационное влияние. Какое оно, и что это за влияние, откуда оно идет и так далее. Ну, здесь могут даже вплоть до того, что шантажировать судом, правосудием, юстицией
силовыми структурами, полицией, даже армией, да, ну тут иногда это может быть армейская структура, но это больше структура правосудия и юстиции, полиции. Но, тем не менее, это может быть человек на государственной службе, может быть полицейский, военный, судья, прокурор, адвокат и так далее, да, здесь влияет на это все. Но, тем не менее, что это за сила, которая на вас влияет? Ну, она раскачивает все-таки. Она раскачивает ваш союз, особенно если вы в браке здесь, да, особенно брачный союз. Треугольник по мечам, сильная боль. Я хочу просто спросить у карт, да, вот здесь. Кто именно причиняет максимальную боль? Именно боль, не опасность, а боль. Откуда она идет? Мы как будто бы проверяем сейчас вот эту девятку и на тройке смотрим. Какой-то святой человек. Ну как святой? Он не то что с нимбом ходит, он как будто бы, знаете, к нему и не подкопаешься к этому человеку. Скорее всего, причиняет сильную боль. Во-первых, страх потерять. Вы не готовы еще пока терять эти отношения. Но, с другой стороны, это страшный суд. Знаете, а страшный суд, он как бы грешникам, ну, грешники его боятся. А вот праведники его как бы не боятся. Поэтому вот тот человек, который причиняет боль максимально, он вроде бы как праведник и ничего не боится. Или он полон безумия. Тогда либо это тот человек, на которого никогда не подумаешь, либо тот человек, который сходит с ума, потому что блажен тот, кто сходит с ума. Да, есть такое. То есть понятие, как бы они блаженные и как бы и все. И они уже не грешники. Вот. Поэтому максимальную боль вам привносит и партнер, или тот человек, который, ну, который такой, знаете, как будто бы он, может быть, в белых перчатках, да, находится в ситуации в этой со стороны. Карта любви, о которой мы здесь говорили, да, туз кубков. И вот мы сейчас проверим, искренняя ли здесь любовь, стоит ли вообще за нее бороться, да, вот так. Да, ну это мир, это чистая как бы карта, это карта чистого рождения. И да, пока что вот видите, вот этот паж, он как бы связан, да, край с краем, связанный расклад. Поэтому я бы сказал так. Когда эти отношения формировались, они были чисты. То есть они по мере загрязнились, да, вот как бы стали болезненные. То есть тихонечко сошли с ума вы, да. Но то есть говорил ли вам правду партнер и, ну, изначально он вас обманывал или нет? Нет, скорее нет. И здесь уже просто как по ходу пьесы или по ходу событий сформировались вот эти чистые, нечистые, опасные, неопасные, адекватные, неадекватные, хорошие, плохие, холодные, теплые, да, вот эти контрасты. Окей, что скажут карты с помощью от духов, да, или что передадут вам по вот этой четверке кубков, по этой обиде? Ну, как бы вас достало, ну, шестерка мечей. Тут за все должен ответить мужчина. То есть, давайте так. Кого винить, если что, потому что здесь чувство вины. Вот сидите, вы себя вините. Если вы мужчина, правильно вините. Да, вы тут внесете ответственность. Если вы женщина, не вините себя, вашей вины здесь нет, здесь мужчина отвечает за это. Что делать, да? Если думаете уйти или остаться, пока временно переместиться, да? Есть такое понятие. Ну, как бы отдалиться, взять паузу, переждать, вот такое вот, да? То есть не вините себя и переждите, да? То есть это как бы, ну, пока что это пауза все-таки. Да, можно взять дистанцию, вот, можно разъехаться, там, пусть он поживет, она поживет порознь, ну, потом когда-то вы сблизитесь опять, да. Давайте посмотрим, даст ли он вам шанс, собирается ли он вас возвращать, собирается ли он вам идти навстречу, собирается ли он возвращаться к вам. Вот это шанс, вот это вот как бы отдаление, но оно как будто бы возвращение. Собирается ли он приблизиться, да, вот так. Пока нет. Он действительно сходит с ума. Причем он не контролирует. Вот в мире страхов, да. То есть не он автор этих страхов пока что. Да? То есть не под его контролем это происходит с ним. Луна здесь в этой колоде, кстати, две луны. Одна такая как будто бы ведьма, а вторая то, что делает ведьма. Поэтому это, ну, как бы
то, что он делает, он не властен над этим, да, если это он делает. А если кто-то делает, ну, то тем более он не властен над этим. Поэтому пока не собирается, извините, да. Пока не собирается возвращать. Почему? Потому что он в мраке, да. Может ли он быть в мороке? Да. Вот они, видите, морочные карты, эти девятка и мечей, и луна, темная луна, тут не светлая опять-таки. То есть даже не его луна, а внешняя луна, внешнее влияние такое какое-то. Ну, пусть это будет не магия, а обстоятельства, да, какие-то. Хорошо. Ну, если магия, вы знаете, что его заморочили, вон она в центре, то да. Так, идем дальше. Здесь у нас есть следующая карта. Мы проверяли, врал ли он вам, любил ли он вас до того, как сошел с ума. До того, как сошел с ума, любил ли он вас. Четверка жезлов, ну, похоже. Похоже, теплые чувства, комфорт, удобно было это и ему, и вам. То есть на любовь похоже. Но это четверка жезлов, это такой покой, уют. То есть, да, это близко к любви. Давайте смотреть, дорог ли ему этот союз, дорожит ли он этим. Да, солнце. Причем солнце на двоих здесь одна из таких карт самых радостных, да, в этом эпизоде. Давайте посмотрим, готов ли он потерять это все. Готов ли он потерять. Тройка мечей и страшный суд. Вот и вам вопрос, готов ли потерять. Ну, смотрите, здесь справедливость и здесь справедливость. Я специально оставил 50 на 50. То есть, ну, учитывая то, что он не контролирует, он по сути и не думает об этом сейчас. Ну, риск есть пока, да. То есть он еще, может быть, принимает решение и не определился. Есть ли выход из этой ситуации, как он видит? Есть ли для него выход из этой ситуации? Шестерка пентаклей. Да, он как бы подсознательно надеется на помощь извне. То есть, видите, здесь мальчик стоит с монеткой, и здесь с монеткой. То есть, ну, давайте так скажем, какой-то солидный человек ему поможет. И он на это рассчитывает. Видите, весы, он об этом думает. Ну, может быть, он так считает. Какая-то тетя хорошая даст мне монетку, да. Ну, то есть, тут монетка-то это просто помощь для него. Но все-таки он видит выход? Да, пока что да. То есть, закрыл ли он как бы двери в прошлое, в портал прошлого? Нет, не закрыл. Не закрыты еще двери. Хорошо, давайте духи. Что, насколько он далеко может отдалиться от вас? Насколько он далеко отдалиться может? Или вы, да? Вы можете посмотреть и на себя, и на него, как вам удобно. Ну, семерка кубков для него под мороком, вот этим, неадекватностью, ну, мы не можем сейчас сказать точно, да? То есть это прям... Может и очень далеко, может так занести, что и из морока и не выйдет, да. Но здесь иллюзия, насколько хватит фантазии, да, полета мысли его, то есть непредсказуемо. То есть тут прогнозировать мы не можем. То есть насколько это затянется, как долго это будет, быстро, медленно. Карты четкой картины не дают, и все зависит от степени его сопротивления тому мороку, в котором он оказался на здесь и сейчас. Далее, давайте посмотрим, что он именно чувствует к вам сегодня, потому что здесь вот хаос, здесь материя, а здесь опять темные чувства. Вот что он чувствует? Не с мыслей начнем, а с чувств. Что он чувствует к вам в эту минуту? Но он чувствует, что все поменяется опять-таки. Где-то какой-то у него есть, знаете, ну, у всех у нас есть как бы инстинкты, да, а у него есть какой-то код. Какой-то код, ну, кодовое слово, ключевое слово. То есть он чувствует, что вы его простите, вы его примете такой, как есть. Он считает, что вы мягче в этой ситуации, что вы эластичнее, гибче, да, более гибкий человек. Он считает, что его партнер его простит и примет его как бы сторону. Ну, это он так думает. И он думает, что вы человек, который будет соглашаться, подстраиваться под него как-то, да, вот. Давайте так скажем. Поскольку я говорил, что эти отношения где-то удобные, да, то есть он понимает для себя именно. Вы можете быть не согласны с ним, но он для себя понимает, что вы примете его позицию, и для него его позиция, как бы, да, даже это неадекватная позиция, в которой он оказался, она более приемлема. Окей. Далее давайте смотреть. А вот теперь мысли посмотрим. Но вспоминает ли он о вас и как часто? Вот с этой точки зрения.
Да, достаточно часто он о вас вспоминает, и он вас вспоминает с хорошей точки зрения, и он, знаете, как вас вспоминает? Как у учителя, да, то есть он говорит, вот он был прав, или вот она была права, вот она мне правильно говорила, я здесь ошибаюсь, и вот она действительно права. То есть он думает о вас, вспоминает о вас, точнее, да, именно вспоминает как о человеке, ну, он вспоминает как минимум здесь 2 раза в день, а может быть и чаще, а может и 5. Он вспоминает вас как человека, который реже ошибается, чем он. И он сейчас допускает ошибки. Вы этих ошибок вы тоже допускаете, но на его глазах в паре вы этого не делаете. Поэтому он приходит к тому, что где-то он плохой ученик. Это он так думает о вас, да? Давайте посмотрим, что он именно вот думает в эту минуту, прямо сейчас. Вот оно, солнце, прямо сейчас, вот в эту минуту, в эту секунду. В эту минуту, в эту секунду. Но он думает о своих чувствах к вам. Видите, он думает о своих чувствах к вам, рыцарь кубков. Просто он взвешивает, видите, и он действительно запутался, этот человек. Вот это вот такая игра вроде бы, как с одной стороны. Он может даже и не понимать, что он не в адеквате, этот человек. А со стороны, так как я говорил, со стороны всегда виднее, да. Вам это, даже со стороны видно, что вам это надоело, да. Может быть, вас друзья встречают и говорят, слушай, ты какой-то, или ты какая-то не такая, да. А вы такие, ой, господи, даже и рассказывать не хочу, да. Он думает, что любит вас. Все равно. Это ближе к чувствам. И он как минимум думает о любви прошлой, да. То есть он, по сути, он запутался между вашими отношениями и своим безумием. Вот здесь пока что. И даже вот если у него есть отношения еще с кем-то у вашего партнера, то он ближе к вам и безумию, нежели к тем отношениям, которые могут быть. То есть, по сути, он еще как бы застрял на начальной стадии. Что он планирует? Вот именно планирует. Смотрите, здесь королева пентаклей. И если вы стихии Дева, Телец, Козерог или женщина, которая умеет распоряжаться, контролировать финансы, управлять финансами или управлять хорошо хозяйством, то он планирует приближаться к той женщине, которая максимально соответствует королеве пентаклей, Козерогу. Но помните о том, что эта женщина достаточно упорная. В плане не упоротая, да, уперлась и упоролась, да, а в плане того, что она упорно стоит как бы на своей позиции, на позиции иерофанта. Ну, я здесь прав. То есть вам здесь как бы слабину можно давать, но только в аспекте эластичности, гибкости и адаптивности с точки зрения разума. Вот это разумная женщина. Юстиция — это, слепое правосудие, но ум, да, интеллект, логика, да, то есть мышление. И здесь вот нужен холодный ум, трезвый расчет и умение просчитывать немножечко наперед, просматривать, просчитывать, подготавливаться, не идти наобум и не поддаваться тому хаосу, в котором оказался ваш партнер. То есть вы должны быть не с ним в хаосе, а вне хаоса наблюдателем, в крайнем случае протягивающим руку помощи в адекватном там каком-то аспекте, в своем ресурсном аспекте, в своем финансовом формате и ресурсе. Вы здесь правы в этой ситуации. Это он рехнулся, ваш партнер. Смотрите, или партнерша сошла с ума, да, мужчины тоже могут быть, особенно на деньгах, если поехала, да, тут тоже такое может быть. Бывает. Дальше. Бывает. Не всегда, не со всеми, но бывает. Дальше давайте посмотрим, что он и планирует именно получить от этих отношений, от ваших отношений. Что он планирует получить. Пока что планирует только конфликт. То есть вот вам и нужно быть готовой, да, к этому конфликту. Планирует получить конфликт. И если у вас это проблемный партнер, как говорится, геморройный, да, то, как говорится, геморрой еще не отсечен, и он вам еще может навредить, к сожалению. Что он будет делать именно, конкретно, как себя будет вести по отношению к вам. Это со стороны духов смотрим. Но пока затаится. Но может внезапно нанести какой-то удар. Мечом, шпагой, там, я не знаю. Это не булава, это меч, да. Или какой-то коварный ход, хитрый ход. Пока вот в ближайшее время не предпримет ничего. Но внезапно может опять отчубучить, да. То есть в ближайшее время
может пропасть, а потом резко вот чем-то озадачить таким денежным вопросом, финансовым, да, ну, денежным, финансовым, бизнес-вопросом, но и вопросом юридического характера. Может ли быть проблемы криминальные? Здесь, к сожалению, они могут быть связаны с законом, с деньгами и займами, там, или какими-то даже аферами, к сожалению. Даже. Вот, здесь это может быть афера. Но, то есть, ну, если он вас будет просить много денег, нельзя давать много. Мало можно, много нельзя. Понимаете? Давайте посмотрим. Судьба ли вам этот человек? Вот на сегодня, как видят карты Таро, по судьбе ли он вам? Ну, королева жезлов, здесь она, конечно же, ведьма. Если вы чувствуете в себе силы и не влетаете в эту карту, и не влетаете вот в эти две карты, если вы еще контролируете что-то, хоть что-то, и нужно понять, что именно вы контролируете, ну, как минимум, вам нужно уметь контролировать и свою энергию, и мужскую энергию. Если вы считаете себя ведьмой, которая контролирует хоть что-то в этой ситуации, ну, тогда как бы эта судьба еще не потеряна. То есть у меня такое ощущение изначально, что этот партнер еще почему-то может быть с вами вместе. Но нужно проходить, знаете, испытания самой себя, ну, самого себя, ну, себя самого, да, или самой себя. Кто вы в этих отношениях? Там родственные души, пламенные близнецы, карма, там, кармический узел и так далее. Ну, вот как видят ваши отношения Таро именно в одной карте, как это можно назвать упрощенно. Восьмерка пентаклей — это что-то с кармой связано. Но опять-таки здесь восьмерка пентаклей, а у вас, как у партнера, у партнерши, королева пентаклей. Да, тот, кто управляет материей. Ну, вы учитесь, это выгодно, это недешево, дорого, да. И вам дороги эти отношения. И вы в них, может быть, уже много вложили, а может быть, еще нужно и больше вкладывать, да. То есть, ну, карма она такая, тут по-разному бывает. Но, тем не менее, это кармические отношения. Кармическая отработка, именно работа, восьмерка пентаклей, но успешная. Как минимум, она из вас делает хорошего, опытного руководителя и закаляет вас, то есть прокачивает вашу энергию. Стоит ли держаться за эти отношения? Пока да. Тройка пентаклей. Они вас многому учат. Иерофант, и вы учитесь, и вы учите. И есть ли счастье, свет в конце тоннеля, да? Шестерка жезлов. Пока что да. И это счастье может выглядеть именно так. Что посоветуют вам карты Таро сейчас, прямо сейчас, сегодня, в эту минуту, в этой ситуации? Двойка жезлов. Смотрите. Эта карта, она о контроле, умении управлять и о контроле прошлого. За этой картой идет тройка жезлов. Есть перспектива. Если вы сейчас сохраните баланс, а здесь в раскладе двое правосудий, да, под 8 арканом и под 11. В вашем балансе, в вашем равновесии есть сила. Если вы найдете в себе силы сохранять баланс, то тройка жезлов или перспектива у вас обеспечена. Делайте вид, что вам все равно, но не опускайте руки. Делайте вид, что это вас не цепляет, но не оставайтесь безразличным. Делайте вид, что вам не больно, но не падайте от смерти или от боли. И тогда обязательно откроется перспектива, и вы еще станцуете на своем празднике жизни, празднике души, празднике счастья і праздники вашого совмісного будущого. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви, і все буде добре. От побачите. До зустрічі. Па-па.